Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Как вы видите из названия, в этом видео не будет примерок украшений, не будет никаких аутфитов, поэтому подводку к этому видео я решила снять вот так вот в процессе работы на скорую руку. Я готовлю еще одно историческое видео. В общем, работы у меня много, поэтому сконцентрируюсь на той информации, которую мне надо разложить как бы по полочкам. Ну а сегодня мы будем смотреть книгу Сибил Ярксдорф «Стекло в украшениях». И она будет интересна в первую очередь коллекционерам. Книга Сибил Ярксдорф «Стекло в украшениях». Это известная автор таких книг. Ею написано вот это самое известное ее произведение. Это «Украшения богемии». Я думаю, многие из вас эту книгу знают. Но книга про стекло мне досталась, вот видите, она в таком немного уже потрепанном виде. На нее была пролита вода, но это совершенно не мешает ее прочтению. И иллюстрации здесь совершенно не пострадали. Ну а главное в этих книгах, конечно, это иллюстрации, потому что в них можно увидеть что-то знакомое, либо даже атрибутировать каким-то образом украшения из своей коллекции, увидеть какие-то детали, которые есть в украшениях у вас. Ну и примерно понимать, какое украшение какого периода. Ну, в общем, я думаю, что это вы и так все без меня понимаете. Итак, давайте начинать с самого начала. Конечно, я не буду читать эту книгу и, возможно, что-то буду пропускать. Обозначу здесь только самые интересные факты. И мы более подробно рассмотрим картинки. Первая глава посвящена раннему стеклу. Ну, то есть это еще там античные какие-то произведения, античные раскопки, произведения, найденные в каких-то раскопках. На этом я вообще останавливаться не буду. Ну и здесь этому посвящено буквально, вот вы видите, 10 страниц. Дальше. Вторая глава «Сокрытые сокровища». Здесь рассказывается о филигранных бусинах из стекла. Вот так вот они выглядели. В частности, это итальянские бусины 1930 года. Бусы, то есть есть бусины из ровного стекла, и вот это вот такие бусины называются филигранными. В такой же технике выполнены флаконы, бутылки, но это уже современная мурана. Вот эта вазочка тоже в такой же технике сделана, но уже в Тюрингии, 1930 год. Бусы 25 год, уже богемские. То есть здесь мы можем видеть, что в разных областях Европы производились похожие бусины, то есть технология уже была известна. Особое внимание вот тут вот в этой части уделяется опаловым бусинам, алебастровым, то есть вот такого белого цвета. Они очень ценятся коллекционерами. Это и молочное стекло, то есть вот этот вот белый оттенок бусин, он абсолютно разный и по-разному называется. То есть вот в частности вот здесь вот
На этой вышивке вот этот цветок показано, что вышит он тремя видами белого стекла: молочно-белый, алебастрово-белый и опаловое стекло. Из-за этого получается изображение, как вы видите, цветка объемное. Бисерные работы. Это 1840 год. Обложка для блокнота, для книги. Вышивка бисером в то время была очень популярна. И не только богемские, конечно же, мастера делали бисер, но и Мурана, и Тюрингия, Бавария. Везде создавался бисер. А вот, например, 1815 год. Кисет для табака тоже вышитый бисером. Ваза из алебастрового стекла. Очень часто автор указывает на технологию изготовления, как это было сделано. То есть это кожаный кошелек, тоже с вышивкой бисером, браслеты и уже бусы с филигранными бусинами, Мурана. Вот здесь мы можем видеть. Дальше. Следующая глава уже более интересная. Да, немного вот об этой картинке. Длинное украшение – это бусины лэмпворк, бусины дутые из габлонца, то есть это бусины чешские, брошь с имитацией агата. Это уже дизайн Нойгаблонц, Бавария. Далее бусины Мурана и 4 пуговицы стеклянные из габлонца. Итак, следующая глава называется «Происхождение и возраст». И здесь автор дает акцент на то, что производители стекла, производители бусин, это были как бы одни люди, в одних регионах могло производиться, а уже готовое украшение какое-то абсолютно совершенно в других. В принципе, такое положение дел существует и сейчас, то есть есть дизайнеры, которые собирают украшения, и, естественно, они ведут свою закупку в разных местах, комплектующих и бусин. Конечно же, все производители того времени и на острове Мурана, и в Богемии, и в Баварии, все зависели от экспортеров и ритейлеров, которые представляли их изделия на выставках в каких-то других городах и странах и закупали у них продукцию. Вот здесь показан крест из авантюринового стекла Мурана, начала XIX века. А это уже микромозаика, которая вставлена в авантюриновое стекло. То есть в целом это такой кабошон, но сделан он из двух как бы частей. XIX век. Те имена в истории украшений, которые мы знаем, например, Пьетро Бегалья или Густав Страсс, все мы знаем их как производителей, как известных создателей вот и Страсс, и муранского стекла, но на самом деле и Бегалья, и Страсс, они были по сути своей, скорее всего, предпринимателями, бизнесменами, которые уже продавали успешно, продвигали этот товар к потребителю. На этой картинке представлено кольцо начала XX века. Это габлонц.
имитация ляпис-лазули. И клипсы – это уже Ной Габлонц, 1960 год, имитация. Знаете, мне сложно переводить все это по ходу на русский язык. Слова мешаются в кучу. Имитация бирюзы. Вот. На что обращается внимание, что это изделия, между которыми 50 лет разницы, но оправа у них одинаковая фактически. И вот я хочу вам показать, как эта бирюза выглядит вживую. У меня есть похожая брошь. Вот так вот эта бирюза стеклянная выглядит. Ну и двое бус тоже. Это современные бусины голубые из Мурана. А здесь бежевые бусины – это Габлонц, 1910 год. Под современными бусинами автор имеет в виду, это книга 90-х годов издания, ну, то есть примерно, может быть, 70-е, 80-е годы. То есть тоже разница между бусами большая, но, как вы видите, произведения, они очень-очень идентичны. И тут поэтому можно очень легко ошибаться в атрибуции своих изделий. Дальше представлены тоже, вот смотрите, это микромозаика. Конечно же, итальянская, но вставлена она в оправу из кости уже в Германии. И эта брошь, соответственно, тоже. Таким образом, понимаете, получалось, что конечное изделие, тот, кто создавал конечное изделие, зачастую ставил свое клеймо на изделие, поэтому эта брошь будет немецкой считаться, хотя микромозаику, конечно же, создавали в Италии. Далее вот такие вот урановые бусины, конечно же, они из Северной Богемии, Силезии, начала 20 века. Но на вот этом замке стоит марка, стоит клеймо, что это Франция. Таким образом, бусы стали уже французскими. А вот эти вот бусины, аметистовое стекло из Габлонца, 1920 год. И это форма бусин, которая называлась Рейтенбютель. Созданы эти бусины в Габлонце, но они также встречались и в украшениях Мириам Хаскел или в других украшениях, которые просто маркированы Чехословакия. Ну, то есть разные авторы под своей маркой могли производить из бусин, богемских бусин, все что угодно. В частности, вот здесь вот показано вот эти трое бус тоже разные. Посмотрите, какая огранка разного качества и разной, это видно невооруженным глазом, вот как похуже качество и получше. И такие бусины похуже качеством, они чаще всего использовались как дополнение к чему-то, не как самостоятельные бусы, а как в компании еще других каких-то бусин или другой фурнитуры создавали уже изделия. Поэтому качество этих бусин было не так важно. Или вот, например, бусины 60-х годов, бусы 60-х годов, но созданы они из старых венецианских бусин разного периода. Это уже современная огранка, уже более приближена к концу 20 века. Следующая глава посвящена муранскому стеклу. Здесь описаны некоторые
виды бусин, а также знаменитые имена знаменитых мастеров, которые создавали эти бусины. Одно из самых знаменитых имен того времени – это Доменико Буссолин. В начале XIX века Мурана переживала некоторый кризис в своем стекольном производстве, и они пытались найти какие-то новые решения, новые дизайны. И вот именно Доменико Буссолин, он создавал вот такие вот, ну, это уже готовая брошь, но он создавал кабошоны, скажем так, с интарсией. То есть это стеклянные, видите, как инкрустация. Интарсия – это как разновидность инкрустации. Вот такие вот броши он создавал, ну а какой-то другой мастер уже оправлял. Несмотря на то, что Доменико Буссолин, он даже написал книгу о своих изделиях, пытаясь таким образом продвинуть свои идеи, все равно это в полной мере ему не удалось. Публика хотела видеть парижские изделия. Уже тогда, конечно же, Париж был законодателем моды, и все модники смотрели туда. Никакой муранский мастер стекла не мог перебить вот это вот влияние Парижа. Ну а те туристы, которые ездили по Италии, они очень часто хотели находить антикварные находки стеклянные, какие-то очень старые изделия, ну, такое, знаете, как, ну, в те времена, в общем, люди тоже любили винтаж. И венецианские мастера, чтобы эту потребность закрыть, они производили стекло по образцам этих антикварных изделий и выдавали часто их за очень старое стекло, которое с удовольствием эти туристы, такие вот богатые путешественники, скупали. Самым известным автором Мурана в XIX веке это был Пьетро Бигалья, который, кстати, был более успешен, чем Доменико Буссолин, и наследуя его, на самом деле продолжая его как бы работу, подхватив ее, вот ему уже удалось продвинуть в массы это стекло. Он выставил работы свои на выставке в Вене в 1845 году. Там же присутствовали вот такие вот работы с интарсиями. И вот тогда вот они уже завоевали популярность. Также он выставлял работы известных мастеров отца и сына Франкини. Но еще большую известность имела его жена. Ну, соответственно, жена отца и мать сына Элизабета Лазари Франкини, которая создавала тоже украшения в стиле интарсия, но имя которой не было настолько на слуху, как имя ее мужа и сына. Это все работы, представлены в музее Мурана. И вот предположительно, что вот эти бусины именно ее работа. Женщины, кстати, очень часто в то время создавали лемпорк бусины, но в какой-то момент им запретили эту работу, и они были вынуждены только нанизывать уже готовые бусины в изделия. Соответственно, эта работа оплачивалась меньше, они меньше зарабатывали. И даже в какой-то момент они организовали забастовку, отказывались нанизывать бусины, пытались, чтобы им
вернули, разрешили снова создавать бусины, делать лэмпворк. Вот в то время, например, в Богемии о таком как бы поведении женщин даже никто и не мечтал, потому как там было все намного хуже. И сейчас мы вот в этой главе посмотрим. Значит, следующая глава посвящена Баварии, Тюрингии, Богемии, Силезии. На моем канале есть много исторических видео о Богемии, о производстве чешского стекла в Яблонце над Нисою. Но этот регион окружала еще с севера и запада Силезия, Тюрингия, Бавария, которая находилась между Венецией и Богемией. То есть это можно сказать, что регион был полностью задействован в производстве стекла. На этой картинке мы видим полностью это представлены богемские украшения. 1930 год, металлические бусины. Значит, это бусины из желтого сатинового стекла. Прессованное стекло вот в этой броши присутствует, вот внутри. Самыми красивыми бусинами считались в Тюрингии это вот опаловые бусины. Опаловые бусины получались путем добавления вот в это расплавленное стекло костяной золы. Ну, а вот этот вот эффект голубого опалового стекла получался при добавлении в смесь кобальта. О габлонце я много рассказывала уже в своих видео, поэтому не буду слишком повторяться здесь. Вот что интересно, что в 1829 году тоже один путешественник, ну, какой-то автор, вот писал, что рабочие Богемии и их семьи настолько бедны, едят только хлеб и картошку, а мясо пробовали один раз на своей свадьбе. Поэтому их бусины и камни продают по самой низкой цене. В общем-то, Богемия к тому времени достигла такого уровня производства стекла, что на Венской выставке они в середине 19 века показывали 105 разных цветов стекла. Вот посмотрите, это пуговицы из запонки. Конец 19 века из габлонца, уже оправленные в металл. Все эти изделия состояли из 5 отдельных частей и собирались вручную. А вот эти вот урановые бусины имеют 96 граней. 1920 год. В XIX веке появилась новая специализация в производстве украшений – гюртлер. То есть это были люди, по сути, ювелиры. То есть ювелиры создавали украшения из драгоценных металлов, а гюртлеры – это бижутерщики были. Они создавали металлические части для бижутерии, для изделий со стекла. В XIX веке такие мастера часто делали пряжки для ремней, которые в немецком языке назывались гюртель. Отсюда название гюртлер. То есть, если вы увидите гюртлер, вот такое название мастера, то есть понимаете, что это человек, который создавал бижутерию. В частности, работая с металлическими частями этой бижутерии. Здесь еще показаны некоторые богемские украшения.
Это бусы Габлонц 1920 год. А это 19 век. Это печать к следующей главе. Это о том, как создавались бусины. Именно технология. Возможно, что вам не будет это слишком сильно интересно. В частности, бусины были wound beads, вот такие вот, которые создавались с помощью намотки расплавленного стекла на проволоку. То есть стекло наматывалось, вот расплавленное, и формировалась бусина. Дальше были бусины, которые резались. То есть были трубочки такие, и бусины вот таким образом нарезались. Ну, как колбаски такие. Я не буду на этом подробно останавливаться. Просто давайте посмотрим картинки. Конечно же, никуда не девались лэмпворк бусины. Здесь указаны некоторые станки, как это производилось. Вот сама лампа эта, которая выдувала огонь. Здесь был мех, который подавал воздух. Ну, в общем, такие, то есть первоначально бусины штамповались. Это был самый простой способ. Я когда была в магазине, в музее в Яблонце-над-Нисой, там есть такие клещи для формовки бусин. То есть есть разные способы. Вот здесь вот, например, на фото мы как раз видим мужчин, которые сидят вокруг печи, в которой расплавляется стекло, и каждый пользуется этой печью. Открою вам такой маленький секрет, что я была в поездке в Баварии, только что вернулась в Нойгаблонце, и там в музее тоже часть экспозиции была посвящена именно тому, как производилось стекло, как производились бусины. Все, об этом я всем, конечно же, расскажу позже, когда это видео приготовлю, смонтирую. Естественно, были выдувные бусины, то есть это вот полые внутри, видите, они были очень-очень хрупкие. То есть, прочитав эту книгу, можно вот познать технологию изготовления бусин. Вот как раз эти фотографии показывают части производственного процесса из Нойгаблонца, где я была. Ну, расскажу об этом, конечно же, позже. Это тоже габлонц, это бусины с использованием золотой и серебряной фольги, которая в стекло вплавлялась. Ну, то есть эта глава полностью посвящена производству бусин, как они создавались, как вручную. В общем-то, и сейчас до сих пор, это, как вы видите, фотографии, наверное, 80-х годов, в общем-то, как и сейчас, и тогда бусины создавались одинаково. Тут показаны образцы стекла из Нойгаблонца. Посмотрите, какое очень красивое опаловое стекло. И все вот эти кабошоны, конечно же, напоминают натуральные камни. Вот. Возможно, вы тут увидите на этих картинках какие-то свои украшения из коллекции. Итак, давайте посмотрим. Это габлонц 30-е годы. Это бусы габлонц 20-е годы. Тоже 20-30-е годы габлонц. И это
тоже 30-е годы. Дальше что мы здесь видим? Это розета, бусины розета из Мурана. 20 уже век, 30-е, 50-е годы. Это нарезные и граненые бусины из габлонца. 20 век. Это 1931 год. Уже бусины, как вы видите, разных форм, тоже 20-30-е годы. Здесь 4 нити черных бус из габлонца. Ной габлонц 1955 год. Это клипсы и брошь. 60-й год. Марка Лангани. Это баварский бренд. Возможно, когда-нибудь о нем расскажу. Ну, а здесь мы видим вот это радужное покрытие бусин. Такое люстровое покрытие. Первый раз оно было изобретено в Венгрии мастером Паутусек, не знаю, Паутусек, вот как-то он так его звали, не знаю, как правильно произнести, в 1856 году. Такой эффект получался с помощью нанесения тонкого, тончайшего слоя металлической такой пыли, то есть пары металла были нанесены на стекло, вот как-то так, и создавался вот такой радужный эффект. Эти бусины были представлены на выставке в Вене, но, как обычно, все как обычно, нечему удивляться. Как-то к этому скептически отнеслись все, не восприняли серьезно, не знаю, как это так. И позже, только когда этот эффект, вот он здесь тоже представлен, этот эффект показали на Парижской выставке, сразу он стал популярным, его очень популяризовали в Америке, и тогда вот уже началось такое массовое производство. Здесь мы видим 60-е годы яблонец. Это Ной габлонц 60-е годы. А это 20-е Богемия. Вот здесь вот немного более крупно сфотографированы вот эти бусы. Ну и здесь тоже Ной габлонц 60-е годы. Так, что у нас здесь? Габлонц 30-е годы. Мурана. Вот эти вот бусины, это Мурана. Ну и здесь, конечно, все украшения из габлонца от 20-х, 30-х, брошь 50-х годов. Остальное, вы видите, здесь ирисовое стекло, но в описании совершенно не указано, что это ирисовое стекло. Такого названия здесь нет. Это 20-е, 30-е годы. Все, кроме вот этой вот броши 50-х годов. Ну что, мы с вами посмотрели половину книги. И остальную половину я покажу в следующем видео, потому что это уже и так получилось, мне кажется, очень затянуто. Я надеюсь, что вы хоть, может быть, не слишком хорошо это все рассказывала, потому что, конечно, очень трудно быстро показать и рассказать что-то здесь. Поэтому разделю это видео на 2 части.
Дальше мы посмотрим уже на готовые украшения. Здесь есть фотографии, даже как носили эти украшения. Вот вы видите. Все это оставим на потом. На сегодня это все. Следующее видео выйдет через неделю. Продолжим смотреть эту книгу.